Я родился в Казахстане, вырос там, это как раз на границе с Россией мы жили. Ощущение было с первого дня, что ты там не свой. Грузили, тяжелая работа, самую тяжелую работу это давали нам. Я до сих пор не знаю соседей, в какую сторону открываются двери. Только произнес Россия, все, начинается в тебя там эти камни лететь. Это наши бывшие соотечественники? Да, в основном, да. Тогда не было вот этих комнат, где мальчик с девочкой заходите, сейчас там можете посмотреть у кого что. Во всякой стране есть плюсы и минусы, но в России перспектива. Но я так отвечаю, я так говорю, что вот я себя чувствую как в тюрьме вольного поселения. Я скажу сейчас про Белгород. Вот это спокойствие какое-то. Нету вот этого беготни, суеты. Что-то все кажется, что добрее, улыбаются, где-то кто-то в чем-то. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Александр. Александр приехал из Германии, приехал с целью определенной, как и многие наши переселенцы, которые смотрят сегодня на Россию как на нечто важное, наверное, да? Абсолютно точно. И он приехал в Россию. Сегодня он уже какой день здесь, Александр? Ой, я 20-го, да, прилетел. Сегодня 25-й, пятый день. То есть уже пятый день в России. И наслаждаюсь. посетил несколько областей. Наверное, об этом, Александр, если можно, расскажешь. Мы уже на «ты» перешли, друзья, я предупреждаю. Да. Мы друг другу не грубим. Мы договорились на «ты». И это будет, друзья, так сказать, взгляд со стороны, взгляд человека, который прожил не одно десятилетие в другой стране. Такой вопрос, наверное, Александр, как ты попал в Германию? Откуда приехал туда? Это, наверное, как и все, скорее всего, наверное, так. Я попал в 2000 году, мы переехали. Это было немножко уже, конечно, попозже, чем самый основной наплыв был в Германию. Было на то, конечно, много причин. В первую очередь, наверное, у меня желания не было настолько ехать в Германию, потому что, в принципе, и там жизнь была даже в те времена, в 90-е, не настолько для нас плохая. Мы как состоялись, молодые были, сила была, все было, тянули, но все-таки были моменты, когда родственники уехали и начали уже с Германии говорить, давайте, наверное, все-таки едьте сюда, вы и тут можете также продвигаться, тут также начать свою какую-то карьеру, скажем так, громко. И меня это столкнуло с места, хотя, как уже я и сказал, там у меня, в принципе, все было. И крестьянское хозяйство было такое небольшое, и работали, и все-все-все. Решили все-таки поехать. По приезду, конечно, в Германию я был во многом сразу шокирован. В первую очередь не было языка, наверное, как у многих. Слава Богу, что были люди, которые нам помогали. Это тоже немаловажный фактор. Это был самый главный, наверное, фактор при переезде в Германию, не зная языка. Потому что также сталкивались с тем, что где-то тебя принимают с улыбкой, где-то тебя принимают с той же улыбкой, но в глазах было намного другое совсем отношение. Где-то старались помочь, где-то, как я, допустим, считаю, даже были какие-то подножки. Это, опять же, только сугубо мое мнение. Так мы попали в Германию в 2000 году. С женой, с 2 маленькими детьми мы приехали. У меня проживала там сестра. Уже год, как они в то время переехали. И нам, наверное, с этой помощью с ихней и было полегче. Были люди, которые переехали вместе с нами, и я видел, что у них там никого не было, и им было это очень тяжело. Потому что там были люди, которые помогали со стороны немцев коренных. Но это их было немного. В основном как-то все, улыбались там. Как это в Германии происходит? Да. Кто пожил там, тот знает. Что... уезжали, чтобы было понятно людям, откуда уезжали? Мы с Павлодарской области уезжали. С Казахстана? Казахстана, да. Казахстан, Павлодарская область, Железинский район. Это как раз трасса Омск-Павлодар, недалеко от границы там с Россией. Так что мы знакомы с Россией. На тот момент жизнь в Казахстане, на 2000 год, как она была жизнь? Экономически? Сложная. Она была сложная. Конечно, там время такое было, что кто успел, кто где-то что-то смог, да, где-то продвинуться. Жизнь была нелегкая, конечно, это не назовешь легкой.
было определенно сказать вот так, что работы какой-то официальной, ну, практически там, где я проживал, там ее не было. Там все, что было, там все развалилось. Там работали, кто-то на людей работал, кто-то сам что-то пытался. Ну, я вот сам там пытался и в Алмату ездил, и носки, и все подряд продавал. То есть главным фактором для переезда это было что? Тяжеловато. Тяжело и Тяжеловато, да, потому что надо было все-таки детей поднимать, а в то время, вот на тот момент, хотя и что-то было, но не было никакой перспективы, что у тебя это останется. Понятно. Это сегодня было так, завтра могло быть по-другому. Но все равно, по крайней мере, ну как бы жили, да. 90-е туда пришли, в Казахстан? Они были там тяжелыми Они годами? очень хорошо так это прошли, по нам прокатились. Они закончились или... На тот момент еще, я думаю, что, наверное, не совсем. В 2000 году там еще было довольно-таки туго. Ну, было намного легче. Уже, конечно, было намного легче, чем сравнить, если 90, я так скажу, 93-й, 96-й, 7-й, вот этот промежуток. В то время, конечно, уже не было такого беспредела, как был в начале 90-х. Уже как-то немножко навели с этим порядок. Ну, все равно все-таки будущего такого себе запланировать нельзя было на тот момент. Приехали в Германию, там родственники как-то встретили, как-то... Да, обязательно. Я же, как говорил, повторюсь, что там сестра была, у моей супруги там сестра жила. Вот за счет этого мы чувствовали поддержку, мы ее получали, какую-то эту поддержку, и моральную, и где-то там даже. Это очень хорошо, когда кто-то есть. Да, и вот это, наверное, и даже меня подтолкнуло на то, что я не вернулся быстренько домой, хотя у меня были такие мысли, наверное, ну, я пошел первую неделю на шпрах-курс, и когда я почувствовал на себе там отношения именно, ну, может быть, я принципиальный настолько, что меня вот так задело это, когда ты, не зная ни слова по-немецки, тебя сразу посадили в группу, которая уже буквально 3 месяца там эти шпрах-курсы прошли, а тебя садят в группу к ним, и с тебя требуют то же самое, что ты должен продвигаться на их уровне. Но это было невозможно просто. И меня это настолько гнобило по моей вот именно натуре. И мне это было очень неприятно. Морально очень давило, неприятно. да? Да, морально, определенно. И при первом каком-то там даже слове поперек тебе сразу было сказано, что или ты учишься, как тебе говорят, или просто-напросто угроза, это мне напрямую была, тебе не будут платить, тебе не будут то, тебе не будут это. Ну, я 2 недели отходил, все, что я выдержал. И через 2 недели моя сестра, она как бы, может, видя, и я там еще где-то, может, ей о чем-то пожаловался, она сказала, давай я тебе помогу. И все, она нашла меня работу, и я пошел работать. Работа была, конечно, нелегкая, но мне это было намного проще, чем сталкиваться вот с такими вот вещами. А что это была за работа, если не секрет? Я делал палеты, ойропалеты ремонтировали мы. Европалеты. Да. Понятно. Ойро, евро, да. Я уже не в Германии. Да, европалеты ремонтировали, потом грузили, ну, тяжелая работа. Самую тяжелую работу это давали нам. Приходили контейнеры, которые надо было, 3 контейнера, большие, вот эти, они 25-ки, наверное, или 24-ки, сколько они, я сейчас уже не помню. Надо было грузить их камнями. Каждый камень, он весил, ну, примерно 25 килограмм. Вот. Мы должны были их грузить. 20 футов, или как они, или 24 Ну, фута? самый длинный, вот, приходил длинномер. 40-футовый, наверное. Я не помню уже сейчас, сколько он там. И вот надо было, и там определенно, конечно, давалось время на него, потому что стоит уже следующий. А мы что? Мы молодые на тот момент, я приехал, мне 30 лет. Казалось, да я горы сверну. Сила, здоровье. Сила, здоровье, все, я этот кирпич закидывал туда. Что, мы хуже других, что ли, да? Как-то Да, и немножко все. Пробиться в жизни. Конечно, и хотя, конечно, я тот же самое видел, что со стороны местные немцы, они так не делают. Но почему-то нам надо было по-другому. Ну, да, я знаком с этим. Нам надо было показать себя, чтобы нас увидели, чтобы на нас обратили внимание, наверное, что ли.
Начались потом проблемы. Я 7 месяцев отработал на этой фирме, и там просто начались проблемы. Еще и проблема была в том, что языка-то так и нету. Проработав там 7 месяцев, скажем, на первой фирме, естественно, я языка такого не получил никакого практически, потому что работали с русскими. В основном эту работу делали русские. У нас не было ни одного немца, чтобы пошел кто-то контейнер грузить. Так грузили мы. Но я не жалуюсь, это просто мое изъявление желания да, было. Конечно, это тяжелый путь. Да, это было мое изъявление желания, поэтому я это все выполнял. Ну и при этом 3 контейнера загрузив, естественно, даже в 30 лет, я буквально через, скажем, 2-3 недели, 5 недель я начал ощущать какие-то в организме перемены. Может быть, это было не именно с этим связано, может, еще и как-то погода повлияла или что-то. Это на нервную почву очень сильно влияет. Возможно, когда и это. Это новое все, это стресс для организма в целом. И все, и у меня начались проблемы, у меня начались с носа кровь по ночам. Вот это, и причем жестко, так, не так, что просто, а жестко. Вплоть до того, что меня с работы прям повезли и запаяли там все это дело. Было такое. И так дальше, больше, 7 месяцев отработав, я просто понял, что, может, это было еще оттуда, я еще, как говорят, пирожки мамины не вышли. Но факт то, что я не мог вот с этим смириться, что почему мы. Вот если отправляет нас шеф, то отправляет нас. Идите, грузите контейнера. Почему мы, почему не другой? И вот на этой почве я решил, что нет, мне надо менять работу. У меня был хороший знакомый, он сказал, я попробую тебя на нашу работу взять. Потом я ушел на другую фирму. Там практически ничего другого я не увидел. Та же дискриминация. Та же самая дискотека, что и на той фирме. Работа была немножко полегче, конечно. Там не надо было кидать, там надо было стоять на машине. Я вот просто один пример. Я пришел на ту фирму, у нас был план, часовой план. Скажем, 38 палет нам надо было отстучать. Ну а мы же как, это, наверное, все знают, мы же русские как. 38, давай 40 уже, что? Это уже будет нормально. Сделаем 40. Мы сделали сегодня 40, другие пришли смена. Ого, они сделали 40, так, а ну-ка давай мы 42. Знакомо это, да. Вот. А потом это все выливается. Да, вот так оно все и было. Ну, в результате потом 42, 45, и пошло. Я 10 лет почти там отработал на этой фирме. Потом так же самое у меня начались проблемы со здоровьем и все это. И мне пришлось уйти также в другую фирму. Я поменял в третью фирму пришел. Многие могут сказать, и договорили даже, что это просто твои проблемы, как бы это ты такой. Вот почему мы можем работать, одни отработали 25 лет там на фирме, а ты всего лишь вот это время коротко отработал, тебе где-то что-то не устраивает. Ну, ощущение было с первого дня, что ты там не свой, вот, но никак. Вроде бы и притираешься, вроде и делаешь, вроде стараешься, вроде себя показываешь, руки-ноги ломаешь, но все равно ты не свой. В 2000 году приехали, это было всего лишь гей-парад, скажем, да. Сейчас за 25 лет мы пришли, вообще к полному беспределу, скажем, от того, что я еду домой, я останавливаюсь напротив церкви. Нет, это было Ратхаус, церковь это было другой случай. Возле Ратхауса, и там стоят 2 мужика, они там хлопают, друг друга поздравляют, целуются, вот это все. Ну, для меня это был просто шок. То есть это бракосочетание у них так называемое? Да, это было бракосочетание двух мужчин. Которое по факту не является бракосочетанием. Ну, конечно, нет. И особенно потом, когда я бы как в церковь сам не хожу, не скажу, что я в Бога не верю, он, конечно, может быть и есть, но я не хожу в церковь. Это я признаю и всем всегда говорю. Но при том, когда церковь объявляет то, что мы согласны повенчать 2 мужчин или 2 там женщин, и это все в норму принимается, в простую норму. То это говорит о том, что эта церковь далеко ушла от истины. Но это же совсем, можно сказать, назвать беспределом больше, никак. Это где? Это та соль земли, так сказать, которая держит от разложения. Если соль теряет силу, все начинает разлагаться. Вот оно пошло, вот это разложение по Европе. А в Германии тогда мы еще жили, мы же уехали в 2011 году.
И я тогда это стал замечать, как бы какие-то вещи. К нам приехал однажды в церковь евангельскую, приехал человек, который работает в Бундестаге. И он говорит, я вот целый, папку он привез. Он говорит, смотрите, что готовится. Вы должны это знать. Я не могу вас не предупредить, чтобы вы в будущем оказались безоружными. Готовьтесь. Идет вот это, вот это, вот это, вот это. И там три или сколько, по-моему, семьи, они были настолько в шоке, они на следующий день уехали, там, или через неделю, они уехали сразу, одни в Россию, кто-то в Казахстан, по-моему, 2 семьи в Россию, одна в Казахстан, вернулись, потому что, слушай, нашим детям здесь нечего делать. А он рассказывал о том, что сегодня делается. Вот этот детский сад, в котором сейчас убрали разнополые игрушки, а все однополое, вот это и оно теперь, где 3-й туалет, у нас семья переселенцев была, он, к сожалению, от короны умер во время короны. Он рассказывал, как он работал на стройке, они 3-й туалет делали. Он спрашивал, зачем мы здесь делаем 3-й туалет в школе? Они говорят, это запасной. Но когда пришло время, то есть планы были, когда пришло время, повесили для неопределившихся. Мужской, женский, для мальчики, девочки и для, как у них там, Андерес или как Юбриги, или как они говорят, типа диверза, что-то такое там, типа для тех, которые не определились. Я не могу их назвать вежливо. Но это все было во все времена, я скажу, там, может, это не защита, но какое-то немножко, может быть, оправдание всего. Все-таки все равно в этой стране я прожил 25 лет. Там такие же плюсы есть, но вот именно вот это, что сейчас происходит, но это нельзя никак оправдать. Оправдать нельзя. Нельзя никак оправдать, потому что, кроме как беспредел, это никак не назовешь, я уже говорил об этом. Я всегда, вот даже на работе с молодыми разговариваем что-нибудь на паузе, я спрашиваю, вот как вы к этому относитесь? Просто, если они начинают какой-то разговор, я был вчера там в этом гей-клубе, меня сразу по уху так режет, что я говорю, подожди, а что ты там делал? Вот у меня там друг, допустим, гей, да. Я говорю, а ты-то что там делал? Я говорю, это же ненормально. Он говорит, не, Александр, du bist schon alt. Ты старый, ты не можешь просто это понять. Да. Так и тот человек, который с Бундестага приезжал, он говорил, у нас ставка, то есть не мы, я, говорит, просто там работаю, но решило высшее начальство, это решили. Мы будем делать ставку на детей, родителей, особенно таких, как вы, говорит, приехали из Казахстана, из России. У вас еще те ценности есть. Вы приехали в нашу страну, у нас это все на закате, уже все, говорит, вечер. И говорит, сейчас наступает ночь. А то, что будет ночью, вот я вам об этом говорю. Ставка на ваших детей, будьте готовы. Что с ваших детей будут делать? Операции и так далее. Вот это все по смене так пола, это самое проработка. Страшное. И мало того, говорит, вы лично ничего сделать не сможете, у вас будут просто забирать детей. И я, говорит, сам в шоке от этого. Я поэтому езжу, говорит, по церквям, говорит, русских немцев, я это все рассказываю. И это было в 2011 году. Сегодня, когда я вижу, что делается, мне присылают видео какие-то про Германию. Я говорю, слушай, вот это тот, да забудь, нет той Германии больше. Забудь. Это так. Конечно, некоторые люди немножко убертрайбывают по поводу Германии. Я тоже смотрю много видео, много блогеров. Есть, которые, может быть, берут этот контент для того только, чтобы ту Германию немножко принизить. Хотя там очень много, как я уже сказал, есть плюсов. Есть плюсы, там не только минусы. Но именно по этой теме, это самая, наверное, больная тема в данный момент для меня. Для меня. Что из плюсов можно вот сейчас на данный момент, что, Александр, что ты видишь из плюсов в Германии? Из плюсов, допустим, я могу сказать, что все равно какая-никакая социальная защита. Все равно это малая часть, наверное, от нашей жизни, но она все-таки есть. Это социальная защита, все равно она присутствует. Она сейчас намного ниже стала. Именно по росту инфляции, по всему. Она сейчас очень скудненькая становится. Это тоже плюс, я считаю. Но все равно по отношению, в первую очередь, что меня там поднимает. Вот детей, ведь от этих бегиндертов, которые дети-инвалиды, вот отношение к ним, все равно у них там какая-то защита есть. У них есть свои какие-то места, у них есть именно лечение, вот это то, что их лечат. Как я смотрю здесь, вот по телевизору, скажем, я в Германии это смотрю, по телевизору реклама, допустим, сборы на ребенка, на лечение, там ребенок, сердце, все. Меня вот это тоже немножко
цепляет. Там все равно оно немножко как бы продвинутее, по моему мнению. Может быть, я не настолько знаю Россию, не может быть, а совсем практически точно, что я ее не настолько знаю. Может быть, вот эти вот рекламы, они также как-то делаются для чего-то, чтобы Россию немножко принизить. Но вот это именно есть. Много операций делается за рубежом, какие-то важные, какие-то такие серьезные, скажем, или те, которые, может быть, у нас еще, может быть, очередь большая, человек болеет, делаются за рубежом, в Израиле в том же, например, где-то в Канаде, где-то. Вот. И там это стоит очень больших денег, поэтому наши как бы, люди хотят быстро помочь своему ребенку там, или кому-то близкому. Вот. Сейчас вот просто у нас один переселенец, он на СВО, он добровольно пошел, русский немец наш. Вот. И ему пробили колено. Колено вообще никакое было, вообще никакое. И он ходил с палкой, это было уже, слава богу, что он вообще ходит. Его отправили в госпиталь в Москву, восстановили колено, они недавно приезжали, он прекрасно ходит. Я говорю, слушай, ты даже не хромаешь? Он говорит, нет. То есть есть у нас спецы, есть врачи, есть такие госпитали, это делается, но я тоже не знаю. Ну, например, вот, да, допустим, вот такой момент. Мне пишут, у нас, говорит, пожар был, 2 дома сгорело. Я проверил, действительно, да, есть. Это не обманщики, не мошенники. В Воронежской области, в деревне в одной. Сгорели 2 дома. Мне прислали документы на дом, документы, что они получили, что дом сгорел, справка. В новостях все это было. Вот. И мы, и наши соседи, говорят, дома полностью сгорели. Мы, говорит, были бы рады любой помощи. Я говорю, хорошо, я выставил в телеграм-канале, немножко люди, видимо, им помогли, они мне прислали там видео, где разгребают, убирают экскаватор, все зачищает. Это не потому, что Россия как бы не помогает, оно просто протянется какое-то время, им, естественно, сразу же жилье предоставили, где жить. Не так, что они на улице, и будет месяц бюрократия решать, жить им где там, что такое. Нет, им сразу нашли жилье, они все живут. Но чтобы вот это сейчас все по документам проверить, чтобы это посмотреть, сколько равноценное жилье будет стоить. Ну, то есть вот эти все моменты, они действительно бюрократически, от них никуда не деться, и это все будет решаться, и им будет предоставлена какая-то помощь. По крайней мере, в Белгородской области так делается, то есть предоставляется. Вот. Но вот этот сбор, он не потому, что они бедные или вообще теперь деваться некуда, и они теперь все, в лес уходи и помирай. А потому что, на первый момент что-то, они вообще без ничего. У них сгорели документы, паспорта, все сгорело, то есть не кошельки сгорели, там, не знаю, карточки. То есть, вот все, человек не кушать, не пить, да, ему надо пойти, что хотят, там соседи, говорят, нас пригласили, там накормили, все это есть. Но есть желание помочь, и поэтому мы в данном случае вот такой момент. Может быть, и в плане лечения что-то такое, что, как можно быстрее, и в принципе, лишними деньги они тоже не будут. И если эта практика здесь есть в России, мы иногда бывает тоже, если видим, мы телевизор не смотрим, но иногда бывает, если смотрю какие-то ролики, бывает они с телевизора туда залиты, я рассмотрел в моем поселке, я жил 7 лет в Воркуте, там девушка, медсестра, вот у нее несчастный случай, она теперь инвалидом стала, и там была такая возможность. Нет, я просто немножко не договорил, мы обсуждали еще с женой вот это все. Сидим, смотрим, и вот у меня вопрос всегда возникает, почему? Потом я немножко начал в этом разбираться. Но есть такие ситуации, когда, это я так понял в России, вот когда ребенку, они сами говорят, что ребенку сделали 1 операцию там уже, вот 2-ю операцию сделали. А на 3-ю операцию им надо теперь собирать деньги. Я задался себе вопросом, почему надо им собирать эти деньги. Может быть, там просто, неохота это говорить слово, уже нету никакой возможности спасти этого человека или ребенка. Вот я задался этим вопросом, и у меня какие-то сомнения начали прыгать и в ту сторону, и в ту сторону. Может, это просто какие-то обманщики, но опять же по телевизору, мы же верим телевизору. Вряд ли обманщики, нет, это все проверяется. Так просто рекламу такую. Вот именно вот эта вещь тоже, что про детей, вот это мне нравится. И что интересно, у нас в России много людей, вот я знаю из подписчиков своих, они иногда меня спрашивают, а кому можно помочь? Я вот каждый месяц, кто-то 100 рублей, бабушка куда-то, я говорю, мне это нужно.
Вот просто такая русская богобоязненность, которая веками есть, не обязательно человек даже верующий, но он как-то вот, то ли, ну, не совсем это суеверие, да, но такое как бы вот надо доброе сделать, вот надо, чтобы без этого. Я запомнил эту поговорку с детства, и я до сих пор ее сам как бы себе держу, и своим знакомым, и детям, и всем говорю. Вот. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Каждый по рублю уже 100. Вот этого нету в Германии. Вот этого вот, ну вообще отсутствует. Я не знаю, почему это, на каком уровне, и когда это все поломалось, это было при мне уже так, когда я приехал. Я до сих пор не знаю соседей, в какую сторону открываются двери. Да, да. И они никогда, скажем так, меня не обижали, конечно. Ну и вот такой вот какой-то у нас там общение, дружбы тоже никакой нет. У меня туя выросла чуть выше, чем оно надо, допустим. Все, мне уже соседка начинает намекать с такой вроде бы улыбкой, но уже с таким намеком строгим. Александр, тебе надо бы ее уже подрезать. Ты же вот знаешь, не, ну ты же знаешь с таким этим, что она не должна быть такая высокая норма вот так. Я говорю, ну она же не создает никаких проблем для вас абсолютно. Это в принципе возле моего дома, и я хочу, чтобы у меня чуть-чуть выше было, чтобы меньше окон видно было или что-то. Нет, они меня додавили. Я просто-напросто нанял фирму, и они все это скосили. Ну, то есть разница менталитетов, этого никто не отменял. Понятно, что у меня знакомый, у него дети уехали в Швейцарию, и как он рассказывал, там я бы вообще жить не захотел в такой стране. Хотя смотришь видео, очень красивая страна, все гладненько, все пострижено, все блестит, все шикарно, там картинка страна. Но жить там столько законов, там на один закон еще 10 законов. Там просто вот, чтобы получить гражданство, если ты там 10 лет испытательный срок, чтобы получить гражданство. И если ты кому-то дверь не подержал, заходил, на тебя просто гражданин Швейцарии пожаловался, сказал, он мне дверь не подержал. Тебе аннулируют твои 9 лет, которые ты прожил, будучи добропорядочным человеком, не гражданином еще, да, тебе аннулируют и говорят, с этого момента у вас 0 лет. Вы опять начинаете новый отсчет. Ты должен быть идеальным там вообще во всем. Там большие зарплаты, да, но у них такие счета, они столько выплачивают, и они боятся там лишний раз чихнуть, потому что сосед скажет, шуметь нельзя. Там после 10 нельзя унитаз смывать, потому что это шумит. То есть вот эти моменты все русскому человеку или человеку с нашим менталитетом, я бы не хотел так жить. Но это вот опять тема, как я говорю, это меня спрашивают все, вот, ну что ты, зачем, что тебе там не хватает, ну у тебя же все есть, ну вот что тебе этого не хватает. Ну у меня ответ простой, может быть он не каждому понять, но я так отвечаю, я так говорю, что вот я себя чувствую как в тюрьме вольного поселения. Вот ты вроде бы на воле, но ты не вольный. Вот я себя так ощущаю все 25 лет. Я служил в армии 2 года вот с этим чувством. Конечно, очень много летит в мой адрес. А что ты тогда тут сидишь? Но это не только в мой адрес, это практически во всех, кто пытается как-то поменять свою жизнь. И все, что касается особенно с Россией, вот где-то уехали в другую сторону, вроде тишина. Только произнес Россия, все, начинается в тебя там эти камни лететь. Это наши бывшие соотечественники? Да, в основном, да. То есть произошло какое-то некое разделение такое, да? Мне вот приезжали, рассказывали, что это в основном произошло после начала СВО. Очень сильно прошла граница между людьми. Обострилась. Обострилась, да, то есть стало совсем ясно. Да, если это оно было вяло и всегда. было не совсем понятно, так, туда-сюда. Когда началось СВО, это сразу произвело границу между теми, кто Россию поддерживает, или, скажем, кто любит Россию, продолжает, а кто говорит, что нет. Это довело просто до того, что начали кровные разрывать отношения. Даже кровные разрывают отношения на этой почве. Но нет, их как вот, не знаю, как зомби, что ли. Как будто их зомбировали. У меня такие есть тоже. Я думаю, они есть у всех. Да. А у них есть такие, как мы. Да? Они также считают. У меня такое, я вижу Россию, я вот вижу, что эта страна, во всякой стране есть плюсы и минусы. Я это уже говорил, так же как в Германии, в России, везде есть. Но в России перспектива, честь, совесть, это все, что нам давали
с детства в Советском Союзе. Может быть, оно где-то какие-то случаи притупились, но оно же все есть. Оно все есть, оно продвигается в школах. Я смотрю эти садики, я смотрю школы. Просто если взять, поставить рядом Европу садик и Россию садик, но это же как день и ночь. День и ночь. Это же абсолютно как день и ночь. Мои дети ходили в садик. Я знаю, если бы это еще в то время было. Теперь у меня уже сын взрослый, я уже 3 раза дедушка. Вот. Так а в то время было, и какое было отношение к детям? Оно, может, было лучше чуть-чуть. Тогда не было вот этих комнат, где мальчик с девочкой заходите сейчас там, можете посмотреть у кого что, какие половые органы, кого чего. Ну куда это? Ну куда это? И я вижу прекрасно Россию. Я приезжаю каждый год. Я езжу в Калининград. Это вот каждый год последние, ну скажем, 6 лет, 5-6 лет. Мы туда с женой ездим, мы там вдыхаем этого воздуха вольного, мы приезжаем оттуда. Я уезжаю со слезами на глазах, но приезжаю я такой воодушевленный, у меня какая-то потом, вроде бы я чуть-чуть восстановился, и у меня стимул начинается какой-то опять идти дальше. Даже при том, что меня там не устраивает эта жизнь. В этот раз, Александр, это просто в гости или уже больше? Нет, это не гости, это очередной просто, как это можно выразить, наверное, просмотр или как это выразить. Это просто я приехал на разведку. Это моя не первая область в России, это уже 5-я область России, которую я... Александр, в каких ты побывал уже? Я был в Омской области, Калининградская область была, я знаю прекрасно Новосибирскую область, допустим, там в сторону Ишима. Вот теперь... Что в каждой области понравилось? У нас смотрят с разных регионов. Везде, опять же, есть плюсы, есть минусы. Смотря чего ты хочешь. Ну, что впечатлило, скажем? Впечатлило? Ну, Сибирь это как, я воспринимаю, наверное, как свою родину. Потому что я родился в Казахстане, вырос там, это как раз на границе с Россией мы жили. Можно сказать, условия все тоже. Это я воспринимаю душой как мою родину. Вот как будто это все похоже, все такое, морозы. Ну, в общем, так как я вырос, это мое. Скажем, взять Калининград, меня тоже все устраивает. Я восхищаюсь просто этим городом. Свет включу сейчас. Да. Но при этом мне кажется, что я себя там так ощущаю, сравнивать, почему-то у меня в подсознании сравнение с Германией идет, начинается, когда я там нахожусь. В Калининграде, да? Да, в Калининграде. Потому что где-то там, не то, что там бывший немецкий город Кёнигсберг, нет, а именно вокруг границы. Это получается как один закрытый город или одна закрытая область, скажем так, да? И вот это тоже меня немножко смущает. А так там такая красота. Там по-своему оно все, очень красиво. Мне очень нравится Калининградская область. Но вот некоторые вопросы меня смущают. Поэтому мы там не остановились. Скажу честно, у нас рассматривался он как для переезда. Сперва, конечно, мы поехали в Сибирь, мы там посмотрели. Но есть на то причины, что мы Сибирь начали рассматривать как резерв. Что мы не отказываемся от этого, но вроде бы так немножко отодвинули, да, аккуратненько. Ну, скажем, там Новосибирская область, там, конечно, не сравнить ни с Калининградской областью, не сравнить ни с Белгородом теперь уже, как я могу сказать, что это тоже очень-очень-очень большая разница во всем, в порядке, даже, наверное, в людях, вот как-то я замечаю. Здесь, вот в Белгороде, я скажу сейчас про Белгород, я теперь 5 дней здесь нахожусь, я не могу сказать, что много, но я уже ощутил на себе вот это спокойствие какое-то. Нету вот этого беготни, суеты. Что-то все кажется, что добрее, улыбаются, где-то кто-то в чем-то. Вот. По сравнению с Сибирью, здесь немножко мягче, ты себя чувствуешь по-другому. Здесь мягче. Южные люди, больше солнышка, больше витаминов, наверное, более мягкий менталитет. Может быть. Я тоже говорю, там заморозят их за зиму, они потом за лето отогреваются. Опять вернуться, если к Европе, к Германии, я не могу сказать за всю Европу, я живу в Германии. Вот это сейчас беженцы, я не против, нет, я человек такой, что
во всех нациях есть хорошие, есть плохие. Я не против любой нации. Я только за мир, и все остальное мне как бы ничего не мешает. Но все равно начали мы на себе ощущать. Если ты по городу идешь, ты идешь как будто, ты находишься не в Германии, особенно в выходные и все, как будто ты находишься в какой-то другой стране. Ну не то, все не то. Вот очень много беженцев, очень много людей, которые с темным лицом, я так скажу, темнолицых. Очень много. И опять же я скажу, я не против них. Но как-то вот все переворачивается почему-то. Что они принесли, да, вот хотел спросить, что они принесли с собой в Германию? Заметно изменение культуры какой-то? Очень заметно. Я живу не в большом городе, ну и у нас заметно. Я не могу сказать, что они настолько, наверное, это все делают, но у нас город стал намного грязнее. Я не могу сказать, что это они все делают. Ну, вот оно начало с этого момента происходить. У нас, допустим, женщины стали бояться выходить на улицу. Это тоже есть. И пусть мне кто-то скажет из Германии, даже из наших русских немцев, что это не так. Мне моя мама говорит, она боится гулять по вечерам. Но я просто-напросто спрошу, где он живет. Если он живет где-то на горе. Может, где-то в деревне в какой-то, где в Да основном даже и немцы? в деревне я сомневаюсь, что там тоже нету. Там сейчас везде есть, по всей Германии, куда ни иди. Автобаны. Ведь раньше там Ойроджоп-то был, как оно по-русски сказать? Работа за евро, Да. за 1 евро Да. в час. Ну вот когда эти раньше люди, которые получали социал-гильфы, вот это вот, работали за это 1 евро, было намного, конечно, чище. Теперь почему-то, я не знаю почему, это вопрос, почему также их прибавляет столько этих людей, которые получают это гильфа, и почему бы это дальше так не продолжать, непонятно. Я бы сам пошел за 1 евро убирать, и я хожу, я где-то вижу, я подберу и выкину, скажем так. Поэтому там все намного, конечно, усугубляется в этом порядке, в порядке порядка. В плане порядка. Да, в плане порядка. Вот. Поэтому пусть меня, говорю, что кто-то скажет, что это не так. Ну, я убежден, что это так, потому что я там нахожусь длительное время, и я вижу перемены. Они просто-напросто с 2000 года по 25 год, они меняются. Я не могу сказать ни одного года за 25 лет. Где бы, вот скажем, я бы сказал, вот этот промежуток, Ничего не менялось. хотя бы, или стало лучше, это, наверное, вообще слово сюда не впишешь. Никак не впишешь. Хотя бы, чтобы было стабильно. Ну, любая империя, она развивается вверх, потом достигает своего пика, потом резкое падение. Оно сейчас идет с Германии, на мой взгляд, и с Америкой то же самое. Ну, возможно. Возможно. Я изучал, я просто смотрел историю, все империи мировые, они вот так именно так и были. России они всегда мешают, они не дают и развиваться. Поэтому она всегда в среднем в таком тонусе, и это классно. На мой взгляд, это хорошо. И не надо Конечно, на вот этого пика какого-то, а потом падения. Пусть вот так идет, пусть немножечко они там где-то все время нас держат в таком этом. Ну, Россия, наверное, прошла этот пик падения тогда, в то время, когда Да, развалились. слава богу за президента, который начал поднимать. Да, с 2000 года это ощутимо. Вот про что я сказал. С 2000 года, именно живя в Германии, но я даже не ощутил ни одного промежутка, там 2-3 года или год, где бы было хотя бы стабильно, что вот мы эти 3 года прожили вот стабильно. Нет, у нас пошел спад. И мы так к этому идем до сих пор.